Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня совместный челлендж, по традиции уже сложившийся совместно с Ирой, на тему космос. Вот. Мы решили в этом году никаких исключений и на эту тему тоже, поэтому будем красить. Я взяла, круг жизни. Я нашла здесь иллюстрацию. Я не уверена, что она прям подходит под тему. В целом, вроде как и космос. Взяла вот такую иллюстрацию. Надеюсь, что получится раскрасить. Пока не совсем понимаю, как я буду красить и что я буду красить. Но взяла ее. И в планах, в общем-то, акварель. Вот. Красить. Здесь неплохая бумага для акварели. Здесь, в общем-то, не сказать, что бешеный объем работы, поэтому, то есть, должна успеть. Вот. И взяла, тут прям само название говорит за себя, космос. Мы красили в прошлом году в ней тоже на тему космос, и не это. В общем, я решила, что и сейчас для разнообразия можно раскрасить тоже. Тише, тише. Извиняюсь, девчонки, у меня тут девочки. И я хочу раскрасить. В общем, единственная большая проблема здесь всегда встает, это очень много синих оттенков. Я тут уже как-то начинала, и вот тоже вот хочу закончить в пару. Тогда уже к остальным иллюстрациям и их тоже раскрасить. Не знаю, здесь все, как я уже сказала, космос. И понятное дело, раз это космос, очень много синих оттенков. Не знаю. Мои фломастеры начали умирать, а уже перед самым отпуском не хочется покупать новые. Уже, по-моему, правильнее будет купить либо после отпуска, либо в самом отпуске, но не до. Поэтому я пока не знаю, посмотрим. Если получится, хотелось бы здесь сразу несколько раскрасить иллюстраций. Они, значит, будет одна. В общем, пока это будет вот выглядеть так. Если я еще где-то найду иллюстрации на тему космос, то я, конечно, постараюсь добавить. А если нет, то будет вот примерно такой состав. Ну что, я буду начинать красить. Если получится, я буду между где-то в промежутках показывать, либо процесс, либо в процессе как получается, либо раскрашено что-то. Так как девчонки у нас бывает шумят, и не очень хочется кого-то напрягать этим шумом, поэтому посмотрим. В общем, буду красить, как я уже сказала, хочу начать именно с этой. Что она у меня тут прям пытается развалиться. И, как я уже сказала, акварелью. По большей степени это будет, скорее всего, белой ночи, может быть, гуашь или акрил. Посмотрим, как там пойдет. Всем привет еще раз. Продолжаем наш с Ирой тематический челлендж. В этот раз, напоминаю, на тему космос, как вы уже поняли. Давайте покажу, что мне получилось. В процессе, к сожалению, не получилось поснимать. Покажу, что у меня в итоге получилось. Я выбирала изначально 2 книги, но потом решила еще и пораскрашивать в «Звездных войнах». В любом случае, она тоже на эту же тематику. И давайте покажу. Первый — это круг жизни. Была иллюстрация в круге жизни. Вот такой вот, не знаю, космос, не космос. Вот такая вот у меня получилась иллюстрация. Здесь в основном это все акварель и немножко поска золота, брашек, белая ручка гелевая. И местами совсем немного сухая акварель. Такие вот, видно, не видно моменты. Здесь у меня вот такая получилась иллюстрация. Не скажу, что прям шедевр, но как-то не знаю, не знала ничего, что с ней придумать, как раскрасить.
Как-то растеряла слишком много элементов здесь. Для меня получилось. Ничего, к счастью, практически не протекло, за исключением солнца. Я тут как-то получилось наилозила. Наверное, нужно было поменьше. Но в целом вот такой у меня получился космос. Следующее уже непосредственно раскраска космос. Здесь получилось много иллюстраций раскрасить. Доделала вот этого вот космонавта, как и хотела. Фломастеры, по-моему, здесь Невская палитра. Обычные фломастеры. Вот такой вот космонавтик получился. И вот такой вот космический самолетик. Наверное, ракета, не знаю, что это. Дальше, следующее было также, вот опять же, уже космонавт такой у нас в космосе, непосредственно в космосе, именно в подвешенном таком состоянии, наверное, да, как это назвать. Если в первой иллюстрации он где-то на Луну, ну, на какую-то планету прилетел, приземлился, не знаю, как это назвать, то здесь он у нас с вами непосредственно в космосе летает, я так думаю. В общем, здесь тоже эти фломастеры и совсем чуть-чуть для будет не будет показывать блестяшки. И следующая вот такая была иллюстрация тоже на тему космос. Здесь просто какая-то планета в космосе. Также эти же фломастеры. И чуть-чуть блестяшек на некоторые звездочки нанесла. Ну, так, чтобы поинтереснее, повеселее была иллюстрация. Хочется верить, что их видно, но такое чувство, что не видно. В общем, на камеру. Так, ну и все, наверное, здесь просто мне уже, пока в процессе болтала, в руках был фломастер, начала еще одну. Вот такие вот получились работы. Звездные войны. Собственно говоря, фильм весь происходит, в принципе, в космосе, где-то там в галактиках. Ну и сама раскраска, соответственно. Вот. Ну и я здесь так баловалась, раскрасила вот такого персонажа. По-моему, Люк или Энакин, я уже не помню. Сейчас будем смотреть с вами, кто это у нас. Энакин, да, Скайуокер. И вот что-то у меня неправильно выбор пал на фломастеры. Какой-то прям такой красноватые губы получились. Хотя вроде подбирала их. Здесь все очень тяжелые палитры. Все какие-то однообразные. Во-первых. Во-вторых, порой просто невозможно подобрать этот оттенок. Они просто два одинаковых. Я уже большую часть здесь иллюстраций таких вот темных крашу интуитивно. Видите, потому что невозможно. В общем, вот такой у меня получился персонаж здесь. Вот такие у меня получились работы на тему космос. Спасибо, что были, что посмотрели. Пишите комментарии, кому понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем хорошего весеннего настроения. Проходите по ссылочке, которая будет под видео, обязательно к Ирине на канал. Посмотреть, что раскрасила она. Мне тоже интересно, что получилось у нее. И я сейчас закончу видео и пойду посмотреть, какой же у нее в этот раз космос. Всем пока-пока!